Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Алина, и сегодня я приглашаю вас провести со мной последний день в Афинах. Мне наконец-то удалось добраться до моря и понять, за что так любят греческие пляжи. Подняться к знаменитому Акрополю, купить себе пару открыточек на память и просто погулять по улицам этого древнего города. Надеюсь, вам понравится это видео. Устраивайтесь поудобнее, а мы начинаем. Когда я только приехала в Афины, я не думала, что поеду на море, но потом выяснила, что до него не так сложно добраться, и решила не упускать возможность напоследок поплескаться в морской водичке. Вообще я с детства не любила, когда каникулы выпадали на июнь, потому что лето как будто только началось, а каникулы у тебя уже закончились, и остаток лета ты проводишь без них. Я имею в виду без поездки куда-либо. Поэтому мне всегда больше нравилось ездить куда-то в августе, а в июне и в июле предвкушать эту поездку. Но конкретно сейчас август я не люблю из-за жары. Это, наверное, самый жаркий месяц, так же как и июль и август самые жаркие месяцы. Поэтому я предпочитаю для отпуска июнь. Кстати, вода в море была чудесная. После пляжа я вернулась в отель, переоделась и побежала в Акрополь. Конечно же, как всегда, опаздывая. Я специально решила пойти туда в вечернее время, чтобы не ходить под палящим солнцем днем. Калимера! Сегодня мой 5-й день здесь, в Афинах. У меня, как обычно, все остается на последний момент. И только сегодня я таки добралась до Акрополя. Здесь я вам с умным видом говорю о том, что правильно говорить не Акрополь, а Акрополь. И это ошибка. Оказывается, я все время говорила неправильно. И я об этом узнала только когда вернулась домой, мы встретились с моей подругой, и когда я ей рассказывала про Акрополь, называя его Акрополем, она мне задала вопрос: «Почему ты говоришь Акрополь?» Мы решили проверить эту информацию, и оказалось, что правильно говорить Акрополь. Не знаю, с чего я взяла, что правильно говорить Акрополь, но во всех этих видео я говорю неправильно. Так что запомните и вы, что в русском языке правильно говорить Акрополь. Я просто уже немножко запуталась со всеми языками. На греческом, по-моему, он называется Акрополис. Нет, Акрополи. Акрополи. На итальянском Акрополис. На русском это будет Акрополь. Поэтому я теперь все смешиваю. Господь Бог, ущипните меня. Здесь до сих пор проходят какие-то мероприятия. Я очень долго стояла и смотрела на этот древний театр и не могла поверить, что я его действительно вижу. Я не уверена, но мне кажется, что это тот театр, который я видела в учебниках по истории Древней Греции, и поэтому для меня это было что-то невероятное. Это не самый старый амфитеатр в мире. Насколько я знаю, самый старый амфитеатр находится в Помпеях. И я там, кстати, тоже была в прошлом году. А этот театр был построен во второй половине II века, то есть ему почти 2000 лет. С самой верхней точки открывался красивый вид на Эгейское море. И там же наверху было очень ветрено. Иногда мне казалось, что ветер может вырвать у меня из рук телефон. Главное здание Акрополя, Парфенон, было все в строительных лесах, поэтому я застала не самый лучший его вид.
но, с другой стороны, было чуть симпатичнее. Вообще, мне всегда очень обидно за туристов, которые приезжают посмотреть на какую-то достопримечательность в момент, когда эту достопримечательность реставрируют. И насладиться ей в полной мере не получается. Но это дело случая, так что расстраиваться, наверное, тоже сильно не стоит. Чтобы вы понимали, насколько там был сильный ветер, посмотрите на мои волосы. Я, кажется, превратилась в одуванчика. Из-за того, что я пошла в вечернее время, некоторые участки Акрополя посмотреть я не успела. Как говорится, жизнь меня ничему не учит. Для тех, кто не видел один из моих предыдущих влогов, это отсылка к Римскому форуму, который я тоже не успела посмотреть, потому что поздно туда пошла. Но я абсолютно не жалею, потому что причина была такая же. Я не хотела гулять по жаре и выбрала более комфортный промежуток времени. Мой последний вечер в Афинах заканчивается здесь. Здесь у нас Акрополь, а здесь музей Акрополя, в который я, к сожалению, так и не попала, потому что мне советовали туда сходить после того, как я схожу в Акрополь. А сходила я вот пару часов назад, поэтому времени у меня, к сожалению, не было. Вернее, время было, просто я немножко прошляпила этот момент. С таким вот прекрасным видом, что я хочу сказать. Как все-таки классно, когда ты хотя бы немножечко знаешь язык в стране, в которой на этом языке говорят. Вы бы просто видели, как радуются люди, когда я в магазине могу сказать пару фраз буквально «спасибо, пожалуйста», или не знаю, что я еще знаю, мало чего, но даже этим банальным простым фразам они очень радуются. Им очень нравится слышать свой язык от иностранца, мне так кажется. Потому что очень многие на этом моменте улыбаются. И вы не представляете, как радостно от этого мне, что я могу хотя бы немножечко этот язык уже использовать. Хотя я еще так мало знаю, но все равно. Это так здорово. Наверное, это основная мысль на сегодняшний день и вечер. А еще здесь была какая-то беда с открытками. Снова. Мне снова было очень сложно найти симпатичные открыточки из этого города, чтобы они выглядели более-менее прилично. Сейчас покажу, что я нашла. Вот, я себе взяла такие 2 штучки. Вот это мне очень понравилось, просто она не совсем будет сочетаться с моими другими открыточками. А вот это, наверное, будет, потому что они у меня все такие яркие. Вот, хотела показать Акрополь. Показала ступеньки. Такие вот открыточки я себе купила. Ну все, пока, Афина. Я поехала домой. Знаете, у меня сегодня был такой хороший завершающий день. Я вот пока иду от метро, решила вам рассказать. Я съездила на море я не помню, как называется это место, но там было очень красиво. По видео, наверное, будет не очень понятно, как там красиво, потому что я все снимала в аквачехле. Так как я одна, я не могу оставить свои вещи, в основном это телефон, потому что это самое ценное, что я с собой беру на пляж. И я не могу его оставить в
господи, на пляже, пока я иду купаться. Поэтому я беру с собой аквачехол и кладу туда телефон, и если у меня есть наличные деньги. Вот. Поэтому все, что я снимала, это было в нем. Я не доставала из него телефон, и качество там не очень хорошее. Но там было очень хорошо. Единственное, что немножечко подпортило, это был ветер. Ветер был очень сильный. Из-за этого было холодно выходить. Уф, что это такое дымит? И уф, мясо кто-то жарит. Из-за этого было холодно выходить. И иногда было холодно находиться в море, потому что ветер дул. И вот эти, знаете, не брызги, вернее, не волны, а брызги в лицо шли. Вот. И произошел забавный случай. Когда я пошла купаться во второй раз, я подумала, что я еще разок искупаюсь. Ой, а здесь вообще светофор не работает. Я подумала, что я еще разок искупаюсь и уже поеду в сторону дома, потому что мне надо было в 5 часов уже быть в Акрополе. И когда я решила туда пойти, в море в смысле, я только зашла, проплыла буквально 2 минуты, и откуда ни возьмись, появилась волна, большая волна, хотя ее там не было, были волны только из-за ветра, но они были очень маленькие и несущественные совсем. А тут появилась прям большая волна. И я вижу, что у меня вещи лежали недалеко от берега. И я вижу, что... Так, я могу перебежать. Я вижу, что волна почти доходит до моих вещей. Я понимаю, что дело пахнет жареным и что надо как-то двигаться в сторону берега, потому что сейчас что-то будет. В итоге летит вторая волна. Ну, не летит, плывет, что она делает. Идет вторая волна. И я вижу, что она накрывает мои вещи. Люди, которые рядом, хватают мою сумку. А я успеваю в этот момент подбежать и схватить свои тапки. Потому что если бы я этого не сделала, они бы уплыли в море и все. Людям большое спасибо за то, что они вообще обратили внимание, что рядом с вещами никого нет. И спасли их. Но вещи все равно намокли. И все сухое, что у меня было с собой, оно оказалось мокрым. Поэтому домой я ехала вся в мокрой одежде. Но мне все равно было очень хорошо. Я подумала, ой, а почему же я не ездила сюда раньше? В такую-то жару как раз только что и делать, как не купаться. Но у меня, в принципе, был запланирован только один визит на море. Я вот туда и съездила один раз. Потом я приехала домой, переоделась, побежала, как обычно, в Акрополь. Я думала, что мне там понадобится часа 2 или 3. Но на деле я все обошла за 1,5 часа. И, возможно, из-за того, что уже участок один был закрыт, потому что это был вечер, но я и не готова была идти раньше. О, Господи, у меня почему-то так рука отекла. У меня начинает дрожать рука, которой я держу телефон. Я, в принципе, не готова была идти туда раньше, потому что даже в 5 часов вечера было очень жарко, ну, на солнце. Но в этом случае ветер немножко спас, потому что, когда он дул, было прохладно, и даже хотелось накинуть рубашечку на себя. Но все равно было жарковато, поэтому я рада, что я выбрала именно вот это вечернее время, а не дневное, потому что днем я бы, скорее всего, не выдержала там ходить, и удовольствия не получила бы никакого. А потом я погуляла по центру, тоже было очень здорово и хорошо, и как обычно, знаете, когда откуда-то уезжаешь, и от всяких музыкантов начинает доноситься меланхоличная музыка, и становится немножко грустно, но и грустно и радостно одновременно, потому что, честно говоря, домой уже пора, домой уже хочется. И, в общем, завтра у меня будет еще одна точка. Я думаю, что я скажу об этом завтра, потому что у меня очень уже затекла рука. Короче, до завтра. Калинихта. Вам тоже кажется, что здесь написано «платформа»? Так и есть, но написано на греческом. Не буду вас томить. Следующей остановкой будет Стамбул. Там у меня будет пересадка по пути домой, но
Пересадка была длинная, поэтому мне удалось погулять по городу и кое-что поснимать. И об этом я уже расскажу в следующем влоге. Надеюсь, вам понравилось это видео. Мне было приятно вспоминать свою долгожданную поездку в Грецию. Спасибо, что смотрели. Увидимся в следующем видео. Пока-пока!